Здравствуй, дорогой зритель! Поиграем снова в Red Dragon. Буду я тестировать свою вертолетную деку. Это последний мой тест. И потом я уже надеюсь поиграть с теми людьми, кто пришел в мой Discord, кто дает мне советы по игре. И с кем, я думаю, с голосовым взаимодействием будет играть очень интересно. Просто я не хочу быть сейчас слабым звеном со всеми этими людьми. Поэтому я пока тестирую свои деки. Но я думаю, что это последний тест. Сейчас я вертолеты попробую, потому что мое колесное развертывание не успевает частенько. Вот, поэтому сейчас пробую вертолеты. И после этого уже, я думаю, можно будет играть в коопе. Уже будет интересно. Пока ждем, покажу свою армию. Я вот с этой буду сейчас армией воевать. У меня тут на Ми-8 все виды пехоты. И, собственно, к ним до кучи у меня есть разведка К-52. Это вертолет, который умеет стрелять по вертолетам. Так что я буду брать вот этих, тащить на передовую с вот этим. Если чьи-то вертолеты прилетят, как частенько было, и я опаздывал со своими БТРами, то, я надеюсь, К-52 отработает там ракетами. Потом подтяну мотострелков, ну и дальше уже техника, дальше уже понятно. У меня, кстати, есть еще 2 очка непотраченных. Можно в технику взять или в вертолеты что-нибудь. Но пока не знаю. Ничего там я особо не присмотрел. Тактическая карта 10 на 10. Минус 20% доход. На такой карте обычно поинтереснее. Мне ее, кстати, тоже в комментариях советовал. Я уже, правда, не помню, кто именно. Но отличный совет. Это не та 10 на 10, где каша и дичь всякая творится. Это спокойно 10 на 10, тем более с пониженным доходом. Здесь юнитами не спамят, а все-таки пытаются думать. Хотя вот я сейчас попытался записать, и примерно за 5-7 минут закончилась партия. Красная сторона проиграла, потому что левый фланг попал под арту, ливнул из игры после того, как потерял свои стартовые юниты. И пока я там на правом фланге сидел, я это все дело прощелкал. Я заметил только, когда понял, что не подходит мое подкрепление. Вот, оказалось, что уже ребята ливнули, и никого на левом нет в фланге. Ну, так не всегда бывает. Поэтому, надеюсь, сейчас будет на что посмотреть. Забыл я единственное написать, чтобы меня не перекинуло автобалансом в синюю. Но вроде написано средняя 1537 на 1532. Наверное, никого не будет перекидывать. И я останусь за красных. Потому что если скинут меня сейчас в синюю, то нифига я не смогу потестить свои вертолеты. Нет, все, я за красных. Хорошо, так. Куда полетим? Ну, направо вон полететь в точку Анна. Мне будет и там неплохо. Так, уже кто-то есть в точке Анна, да? Ну, давай, ладно, в точку Анна все-таки я ставлю, потому что атаковать, не атаковать, может, мы вдвоем туда с ним пойдем. Смотрим, значит, командную БМПшку уберу я вон туда подальше, свою. ФОП тоже отодвину, чтобы не кучковались, и вызываю свои вертолеты. 395 очков. Вот вопрос, хватит ли. Так, спецназ. Раз. ПВО. 2. Противотанки 3. И разведывательный 4. Ну вот вся моя кучка, и у меня даже нет штабного вертолета. И я сейчас подумал так, что у меня в принципе нет штабного вертолета. У меня командный танк есть и БМП. Ну, может, кто-нибудь притащит. Хотя такая дохленькая сила-то на самом деле получается. Тут 10 бойцов, да, а тут маленькие бригадки-то там по сколько? По 2 их или по 5? Сам сделал и сейчас выкатил и понял, что сделал фигню какую-то. Ну, К-52 оставлю все равно, потому что если кто-то своими вертолетами полетит, я думаю, от него будет побольше пользы даже, чем от вот этих на ПЗРК. Ну, посмотрим, сейчас посмотрим. Если что, комментарии открыты. Может, есть какие-то другие. Но я всех посмотрел с вертолетами, кого мог. Просто, что может быть просто брать больше пехоты. Но без ПВО тоже высовываться-то не очень приятно. Уже выкатили пиона.
Вон уже выкатили, ураган уже выкатили. Ну так, я смотрю, не слабо развернули с арту на старте. Есть шансы, что парни не будут сливаться сейчас. Как вот было только что у меня. 35 секунд до старта. Вот, есть командный вертолет, кстати, Ми-8Т. Но мне кажется, это не Советский Союз, у него силы. Что-то 4 маяка всего из 10, остальные не знают или не хотят. Полетели. Полетели? Полетели, да. Как близко пролетает и не таранит. Я обычно в таком зуме, конечно, не играю, поэтому... О, и первый уже вышел из игры. Деятель. Наша команда. Нет, не наша команда. Первый синий вышел из игры. Так, идем подсвечивать. И идем высаживать. Так, не видать пока никого. Повысаживал. Нет, еще не повысаживал. Еще только собираюсь. Так, вертолет мой там есть. Мой вертолет кого-то видит уже. Пехота, не пехота, но какие-то грузовики тянутся. По домам, парни, быстрее. Ай, не вижу где. С нас сюда. Туры. Сюда. Так, вон грузовики вовсю тянутся. Много грузовиков тянется. Оттаскиваем вертолеты свои отсюда пока что. Сюда сейчас скучкую их. Соберу. Высаживается, нет? Вон еще едет. Обходит нас справа. Так, давайте вот это сейчас все дело подтянем вертолетное. И попробуем пожечь их прямо на дороге там. Здесь уже пехота сидит. Так, пошло ПВО по вертолету. Уходим, уходим. Так, единичку тоже. Они вон по той дороге пытаются нас обойти. Далеко. Спрятался. Далеко. Ой-ой-ой-ой. Отходим, отходим. Тянет гаденыш ПВО свое. Но не попадает пока что. Уходим за гору. Так, сейчас вон там обойдем его. А вертолетами вот отсюда выскочим. Ой, там сидят бойцы-то. Так, давайте мы стрелков высадим сюда еще. Эти горы обойдем. Кого тут спалим, я надеюсь. Летит. Самолет летит. Да, летит самолет. А, и там уже наши высаживаются далеко, да? О, и кто-то тоже капитулирует. А у меня сейчас есть тут ПВОшка на этом самолете, на этом вертолете или нету? Он летит вдоль карты, гадский гад. У этих точно нету, а тут я не знаю. Есть, да. Пошла ракета. Попал. Не попал. Вторая пошла ракета.
Не попал, да? Ракеты отстрелял своим. Ух ты, а тут уже идет замес. Так, ну, давай тогда тянемся назад. И начнем сейчас. Так, зараза, вторым пришел. Второй самолет пришел и уничтожил. Это провал. Сейчас вот здесь вот эту вот армию попробуем обдолбать мишками. Ну давай, скорее. Сколько тебе дальность надо еще? Ну. И мои мишки попали под ПВОшки. Дубась. Не видит. Ну, огонь, огонь. Нет, это фигня, короче. Короче, это фигня, эти вертолеты. Я, конечно, успел сюда приехать, но фиг ли толку того, что я сюда приехал. Вообще никакого прикола в этом нету. Вот и БТР у меня уже сюда приехал. Я и так успел сюда приехать. Ладно, играем тогда остальными. Тащим массу. Беттер на подлесок сейчас поставим. Будем целиться. Тут целимся, но они куда-то поперлись вон туда. Нужна какая-нибудь разведка попроще, поменьше. Потому что они хотят нас обойти. Так, они вот сюда, на эту дорогу идут. Блин, мне больше некого высадить. Танк. Едет танк. И минус БТР. Подзакрыли дымами его танк. Хитрецы. Но не тут-то был. Хотя нет, не уничтожил. В общем и целом вертолеты мне уже не понравились. Конкурсы перебежим вот сюда, на этот край. Что тут никто не едет. Тут хотя бы по полю, может быть, долбанут. Да, по 2 бойца конкурс, и там, значит, 2. То есть, вертолет тут что-то над лесом шуршал, никого не увидел, никого прибить не смог. Против самолетов он нифига сделать тоже не смог. За 130 очков разведчик. То есть, либо я взял фиговые вертолеты, либо с ними надо делать как-то не так. Ну, значит, я вернусь тогда к своей предыдущей версии на БТРах, там, на БМП. И можно будет играть. Фигач наша артиллерия вот в леса, там, где мы видели противника, там, где я потерял кучу просто очков. Крадется их разведка. И крадется моя БРДМ-ка. Такс. ПВО. Сейчас, может, спецназ ее прибьет. Так, БРДМ-ку ставим сюда, чтобы она смотрела. Здесь прилетело что-то, но мимо. Так, и вот уже наша БРДМ-ка кого-то видит. Они бегут, а они бегут на наших ПВОшников, дохлых, которые тут ничего сейчас не зарешают. А там 30 отряд. Целый 30 отряд. И, конечно, уничтожили пузырька мою. И спецназ. Сейчас посмотрим, как работает спецназ. В 10 мордочек. А никак тоже. Да. Пофигам вообще спецназ, не спецназ. Этих просто тут 24. И это решает. Нужно большие брать куча. И все. Это все, что нужно делать.
Все юниты у меня лучковные, к слову. Так что они берут просто количеством. То есть там 30 и тут 30. Но на вертолете я отряд из 30 высадить не смогу. Туры стреляют конкурс М по танку, нифига не могут его пробить. Меркаву гадскую эту. И эти сейчас придут, подкрадутся к ним и раздубасят. Так что, в общем и целом, вертолеты отстой. Ладно, что еще я могу сделать? На БТР мне не хватает пока что. Осу надо убирать. Туда куда-нибудь. Всех своих юнитов я профукал. Бегут вон там. Бегут. Да, такими толпами носятся. А БРДМ-ку тоже, что ли, прибили? Вообще ни на что очков не хватает. Ладно, сейчас попробуем вот здесь развернуться. Где 300 на 1500. Понятно. Но в центре наши сидят. Я смотрю, тут по 20. Хотя тоже не очень-то. А на левом фланге? Тоже маленькие отряды. В общем, короче, надо делать большие отряды. Маленькие отряды как-то не работают. Я так понимаю. Так, осу еще глубже надо уже задвигать. А он уже здесь подъезжает. Где мой беттер? Мой беттер крадется еще. Я же не успею подъехать. Грузовик уничтожили. Фиг знает, в лесу, что ли, где-нибудь их высадить. Или до здания добежать. Точку потеряли. В это здание выскочим. А беттер на холм отведем. Блин, они с другой стороны. О, хорош. Прям колонну все расфигачил. Но их, конечно, высадилось 55. Ничего себе. Где беттер? Беттер, давай, 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 скорей. Сейчас ГСом, может быть, подрубит их. Цель закрыта, цель закрыта. Всех снесли уже. Давай, цель. Есть, пошел работать ГС. Беттер нормально подошел вовремя. Успел кого-то подснять еще. Оса, прячься. Прячься вглубь. Так, и тут крадется разведка уже к нашим стрелкам. Очков мне ни на что не хватает. Мотострелки видят их, пятерых этих. Хоть пятерых-то забодаете. Одного завалили. И все, да? Не густо. Две 700 на 1900. 24 очка. За 24 очка у меня нету вообще нифига. Кто-то сваливает.
Бросили дымы, обходят моих мотострелков. Так, и бомбит мой Беттер. Отходи, Беттер. Отходи вон туда, на холм. Здесь будем из леса смотреть, когда они пойдут в атаку на подстрелков. Может, у него хватит дальности. Долбануть их поверху. Оса спряталась? Оса спряталась. Хотя ладно, стой тут пока. Дороги вроде просматриваем. Никто не подъедет. Что там, кто маяки? 25 на 2. Это 2 отряда по 25. А вот и танк. Едет гадский танк. У меня здесь против танков нету вообще нифига. О, кстати, смотри-ка. Конкурс М. Сколько броня у Меркавой, вообще не пробивают. Там стояли по нему, дубасили. А тут ему в бочину зашло, ему пофигу. Еще два каких-то. На нафиг. О, пробил, смотри-ка. Давай, давай. Ё-моё, он по моим стреляет. А у меня нечем тут ответить. А у него нету ракет, чтобы втором накрыть. Ты, ё-моё. Плохо, плохо. Беттер не пробьет его. 32 очка. Да уж. Дорогущие вертолеты. Все это дело профукал. Остался без юнитов. И делать нечего. Только зумить и смотреть, как он уничтожили что-то. Я надеюсь, вражеское что-то там взорвали. Беттер? Наверное, нет. Наверное, не вражеское. Наверное, наш. Арта фигачит. Так, вон крадется сбоку. Крадется кто-то. Бегут бойцы. Так, ну, Беттер, ты тут ждешь их? Давай, чуть-чуть подвинься еще вперед. Ждем их. Они тут мимо не обойдут нас никак. Под горой под этой только сюда. Артиллерию гасите. Накидывает дымы. Близко сейчас будет подходить к моим. На левом фланге нужна ПВО. То на правом фланге нужно вообще все. У нас вообще ничего тут нет на правом фланге. Сейчас, я не знаю, нафига он стрелял дымы сюда. Он мог этим же своим артой просто нафигачить фугасами и всех тут мне разнести, и все. Либо он думает, что тут больше, чем один отряд. Тогда он хочет подкрасться через дымы, напасть. Атаковать, атаковать. Было бы чем. Так, 41 очко накопил. Значит, смогу сейчас выкатить скоро второй Беттер. Хотя, ну, стрела мне на вертолетах нафиг не нужна. Васильки тунгусские. Танки у меня от 60. БМП-Т-60. А, вон он же крадется. Вот этот вызвать. Гнеметище. Так, давай все на холм едем. Захвачена точка. Пробегает он через дымы. А, выбили еще мне одного. И туда вы долбите. Вот тут они сидят сейчас. В дымах. Едет Беттер. Сейчас вот здесь развернемся. С горы посмотрим. Я не знаю, тут дальность не посмотришь, пока не возьмешь. Так, вон еще там вовсю крадутся.
Высадимся, померим, если достанет. Ну, хотя 3 точки мы держим. На самом деле мы не так уж. Я-то, конечно, тут вообще ни о чем. Но в общем и целом... Так, давайте АСО отодвинем только подальше, а то она перед конкурсами торчит. Поехали. Там к нам еще приехали парни. Не понял, куда они пропали. Только что же были тут. А, он поменял метку. Я хочу вон туда поехать, потому что там всех расфигачили уже. Значит, они сейчас нас будут обходить. А этот потихонечку расстреливает мотострелков моих. Пять осталось, да? Мотайте в соседний дом. Бегут, бегут, бегут. Так, Беттер, давай. Вне зоны видимости. Ты, ё-моё, а откуда там? Куда он гасит-то? По Беттеру гасит. А как же он его видит-то? А, все, это же разведка. Понятно, как он его видит. И профукал я Беттер. Ну, моих уже двое осталось, поэтому тоже все ни о чем. Ой-ой-ой, на подходе выбивают машинки. Высаживайся. Успел высадиться. Но там уже, конечно, дофига всего. Долбанул самолет, но что-то маловато. А эту так, арту так и не сняли. Заезжает в лес. Так, Беттер кого-то зацелил. Да, отлично, зацелил. Начинает фигачить. Тащим еще один. 17. А сколько было? 16. 15. Ну, нормально, кстати. Пехоту лупит. 4200 на 3200. В штуку у нас отставание. Давай, пехота в ту сторону, пока он не заехал. Хотя он, если он по дороге, то не надо в ту сторону. Сиди тут. Беттер тоже отползай. Где он есть там? Зашел, походу, в лес все-таки. Вон они, 24. Есть, мотострелки работают. А Беттер не работает, он их не видит. Давай ближе. Цель закрыта. О, все, открыта цель, да? Ну вот я смотрю, синие всегда такими большими пачками по 20, по 30 человек шуршат. Конечно, мои маленькие отряды по одному справиться с ними не могут. По 10, я имею в виду. Ну, еще кого-то взорвал. Ну, 90-й БТР хорош. Вон, еще взорвал кого-то. ГС у него 17-й. И еще взорвал. Вот он один стоит, четверых перемолол тут. Вот это я прям очень уважаю, этот БТР. Он как техника мне очень нравится. Вот, а отряд из 10 бойцов мне очень не нравится. Потому что очень он неэффективен получается. Надо делать тоже большие пачки. Что делать большие пачки? Нужно брать технику подешевле.
Поэтому вертолеты это не мой выбор, явно больше. Сейчас там обойдут или нет? Нет, вроде наши там стоят. Ну, этих вот остановили неплохо. Конечно, учитывая, сколько я на старте потерял, это меня не сильно реабилитирует, но удержал здесь прорыв. Левый фланг разбит, да, УАЗ остался. ПВОшки, да, там он 37. Вот опять, да, большая пачка идет. Тут дешманскую надо брать пехоту, явно. На 1000 очков нас тянут. О, и сейчас будут выжигать нас самолетами. Где Асата? Асата, ты где? Асу поближе. А я смотрю, Оса всех расстреляла уже. Все ракеты ушли у нее. А я и не знал так. Ну, тогда грузовик придется брать вместо нового БТРа. Подбросим Осе боеприпас, раз она уже все отстреляла и еще жива до сих пор. Это плохо, тут нельзя посмотреть, набила ли она кого-нибудь. Это только в конце будет видно, я так понимаю. Это очень любопытно. Так, ну все, начинают дропать. Там мой беттер, они стоят на моем беттере прямо. Нифига так прижались-то. Не надо так прижиматься. Чуть-чуть по это самое расползитесь. Где грузовик? Едет вон Урал. Ты давай сворачивай, сворачивай. Это осы отбивают на подходе. С фиг знает какой дистанции. О, ураган вызвали. Ушел грузовик? Да, ушел грузовик. 5000 на 4. Ну, понятно, что мы проигрываем, поэтому бойцы сдаются. Не хотят тратить время. Так, есть Урал, подошел. Заряжает автоосия. Сколько, интересно. Ладно, сейчас зарядим свою осу. И дернем вон туда немножко. Еще один вышел. Конкурсы раздали. Все раздали, да? Туда чуть на ту сторону дернем. Там тоже всем раздадим боеприпас. Так, снова идут в атаку. И одним залпом выбивают нашего пехотного юнита. Как, блин. Давай, беттер, ближе. Выходи. А, все, можно не выходить. Стой тут, стой тут. Все, 2 беттера заработали. 6, 3, 35. Ну вот... Прям вот вообще. Огнепушка. А, так, наступают на нашу огнепушку. И сжигают ее в упор. Но успели одного выбить еще. 2 ракеты. Да, понятно. Второго тоже. Так близко, конечно, их не надо было выводить. Но они много набили. Сами они успели многих набить. Так, Урал. Отступай. 18 на 6. Но и вот снова этот бой. Когда у синих по 2, по 3 юнита в группе. А у наших по одному. У них дешевле, что ли, пехота? Как они так кучкуются постоянно? Ой, все, потеряю точку выхода. Хотя у меня 38 очков, я и не высажу никого уже. Бомбился самолет. Но это поражением. Это поражением за 28 минут. Так,
Посмотрим. Урон потерь. Да, потерь я принес команде больше, чем урона в этот раз. Потому что вертолеты... Одна разведка 150 очков, да? Было бы уже 430. Ну и та пачка вертолетов тоже. В общем, снова нужно деку переделать. Я думал, это будет мой последний тест. Для того, чтобы сыграть уже с нормальными ребятами, не с рандомами. Но нет, мне нужно опять переделывать. Хотя, может быть, я просто верну предыдущую. Там как-то получше игралось. И уже с ней сыграю. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить развитие событий и узнать, как будет следующая проходить игра в Red Dragon. Пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр и пока.